Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня речь пойдет про формочку «Садовая дорожка», форма «Бордюрный камень». И посмотрим на готовые красители, железоокисные красители, как же они выглядят все-таки в готовом виде. Значит, пару слов про форму «Садовая дорожка». Форма имеет размеры 60 на 60, имеет все камни одинакового размера. Да, обратите внимание, то есть вот этот камешек, он не маленький, это большой камешек. То есть если вы на него наступаете, то у вас не ломается ваше готовое изделие. То есть такая плита будет крепкая на излом. Вот, значит, что касается, когда вы переворачиваете, вы видите, что после заливки у вас будет сплошная 2-сантиметровая плита, у вас будут 4-сантиметровые камешки, причем камешки идут скругленные, то есть очень красивый бортик у канту камешка получается, да? Вот, обратите внимание, есть технологические отверстия под ручки, то есть вы сюда можете вставить, сделать ручки, может быть болт здесь просто закрученный, чтобы вам было удобно вытаскивать. Без этих отверстий вы просто, если будете заливать хотя бы вот такую площадку из 4 плит, то вы просто не сможете вытащить нормально эту плиту. И у вас на уже готовом изделии останутся отпечатки от ваших пальцев, да, как вы будете вынимать. То есть если вы делаете толщиной в одну дорожку, то вам будет удобно ее по диагонали вытащить. Если же рядом уже есть плита, да, а если еще и 2 плиты, то вам уже по диагонали ее не вытащить, и вам нужны будут ручки. То есть для этого вот эти технологические отверстия. Форма сделана из полипропилена. Обратите внимание, верх гладенький, да, чтобы у вас получалось красиво сделать, красиво выровнять верхние камешки. От того, как выровнены верхние камешки, у вас зависит вообще внешний вид вашей формы. По красителям, обратите внимание, у нас есть зеленый, желтый, коричневый и красный красители. Это железоокисные пигменты, они вступают в реакцию с цементом и образуют вот такие вот цвета, интересные, красивые. Добавляются прямо в цемент. То есть вы положили цемент, добавили краситель, добавили песка и уже дальше мешаете свой раствор. Вот, это вы видите готовое изделие при добавлении 1,5% от массы цемента. Красители считаются от массы именно цемента, сухого цемента. Вот. И вообще по инструкции добавление, это оттеночные красители, добавление идет от 0,2 до 8%, до 5%. Значит, вы можете играть, вы можете делать темно-темно-темный цвет или можете просто придавать оттенок. Это уже вам решать, как захотите. То есть расчет вы тоже можете сделать очень легко. От 0, ну, грубо говоря, берите 1-2% и считайте. Из одного мешка цемента выходит 5-7 плит отпечатков таких вот 60 на 60 на 6 сантиметров. Вы можете сами посчитать, сколько вам надо. Что касается садовой дорожки, еще какие нюансы есть, что она стыкуется со всех сторон, вот как вы хотите, так вы можете поворачивать, да, вашу форму, вашу дорожку, вы можете делать под прямыми углами, не обязательно делать, вы можете поворачивать как вам угодно, то есть она стыкуется по-разному, да, можете рисунки выкладывать, можете, ну, тут уже вам решать ваша дорожка. Вот, и еще форма для бордюрного камня, наша новинка. Вот, собственно говоря, вот так она выглядит залитая, да? Вы ее вытаскиваете, эту формочку, и вот у вас готовый бордюрчик получается. Вот такой вот. Мы заливали не 7 сантиметров, мы заливали где-то сантиметров 5. Вот, вы себе можете просто на вашей формочке нарисовать меточку и заливать как вам угодно. То есть, и вот, когда вы будете делать, вы будете так устанавливать бордюрчик. Соответственно, здесь у вас тоже будет залито цементом, вот, и здесь будет песочек. Вот. И интересно, довольно-таки бордюрчики получаются, тоже можно красить их при помощи железоокисных красителей. Или если вы делаете цемент и песок в соотношении 1 к 1, получится очень светлая плиточка, и вы ее можете просто покрасить, например, масляной краской. Что касается сегодняшнего обзора, наверное, на этом все. Напомню, что к каждой химии, каждым дорожкам идут инструкции. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго.